Всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы поговорим о достаточно таки базовой теме. Это установка локального сервера на свой macOS. Почему я ее считаю базовой? Потому что, развернув среду разработки, мы сможем начать программировать. Естественно, на Mac мы можем установить отдельно PHP, отдельно базу данных, то есть сделать это все без локального сервера, и в принципе все будет работать. Но единственная проблема в том, что это сделать значительно тяжелее, нежели просто установить готовое решение. Для этого мы просто переходим в браузер и вбиваем XAMPP. Почему именно XAMPP? Я перепробовал разные версии локальных серверов. И, в принципе, XAMPP больше всего подходит для нас не только потому, что вот он там удобен или еще что-то. У него есть как бы своя структура, которая, в принципе, похожа на ту, которую, если бы мы ставили на сервере, на реальном сервере, на боевом, на котором мы бы ставили сайт. И, в принципе, это поможет нам в будущем работать с PHP. Поэтому выбираем XAMPP, и в принципе скачивание сейчас должно начаться. Давайте убедимся, что скачивание началось. Вот. Я в принципе уже имею, я уже установил себе, но сразу скажу, что установка достаточно обычная. Единственное, что нужно иметь хорошее соединение с интернетом, так как при установке сам XAMPP будет докачивать дополнительные модули, которые ему нужны. И после чего, в принципе, больше ничего не нужно. То есть у нас уже появится после установки папочка XAMPP, где у нас будет вот такой вот менеджер OS X. Его нужно будет запустить, ввести свой пароль, то есть дать ему root. Если же при установке у вас будет выдавать сам ваш macOS ошибку, вам нужно будет перейти в раздел в настройках конфиденциальности и безопасности. И вот в самом низу подтвердить, вот приблизительно вот здесь, подтвердить, дать ему разрешение на установку, так как программа из незащищенного источника. Ну и, конечно же, Mac будет ругаться. В принципе, сложностей у вас не должно возникнуть. Если же, к примеру, вы работаете на Windows, не стоит расстраиваться, потому что, в принципе, XAMPP есть и на Windows, и он ничем не отличается, он точно такой же. В принципе, в прошлом видео уроке, если зайти на YouTube канал, там у меня есть урок по установке OpenServer. Можно работать с него, либо же просто установить этот. Разницы никакой, он точно такой же и визуально, и по факту, и внутри. Единственная разница, что он на Windows. Вот, давайте убедимся, что все работает. Для этого, видите, нам сам XAMPP говорит, что нужно запустить все сервера. Для этого заходим в Manage Server, Servers, да, и просто запускаем все. Нужно подождать немножко, чтобы прогрузились все модули. То есть запускается у нас MySQL, запускается у нас Apache сервер, ну и также прогружается файловая система для того, чтобы мы могли, грубо говоря, видеть все. Так, у нас все три сервера, сервера запущены. И давайте проверим работоспособность. Нажимаем Go to Application, у нас запускается localhost. Давайте даже, проверим это на реальном примере. Пишем localhost
слэш. И вот у нас запустилась панелька XAMPP. Что здесь мы в принципе можем? Мы видим здесь небольшую панельку. Это ссылки на основной сайт, на FAQ, PHP-info и PHP-MyAdmin. Это нам в принципе пригодится, потому что PHP-MyAdmin позволит нам работать с базами данных. Здесь мы можем создавать базы данных. PHP-info даст нам информацию о том, какую версию PHP мы сейчас используем и какие модули у нас разрешены и можем мы с ними работать. К примеру, если какой-то модуль не установлен, его можно установить. Если какое-то значение, к примеру, нам недостаточно, если это, например, там, оперативная память, которая выделяется на сам PHP язык, или там дозволительный размер пост сообщений, к примеру, здесь мы видим, что 40 мегабайт. Все это можно будет установить через файл PHP, но об этом намного потом. Вот. И FAQ, которая нам пригодится, в принципе, сегодня. Тут есть даже вот такая ссылочка How to гайда. То есть, что нам сегодня пригодится, это конфигурация виртуал хостов. Ну и давайте проверим, в принципе, работает ли наш XAMPP так, как нам это нужно. Для этого снова открываем менеджер OS X, открываем папку application. Да, вот у нас здесь тут очень много всяких папочек, но нас интересует папочка htdocs. Видим, что вот здесь у нас дашборд, в принципе, вот оно. Но нас интересует именно то, что нам нужно, чтобы мы были уверены, что PHP у нас работает справно и без всяких проблем. Для этого я создаю папочку lesson 1, и в ней мне нужно создать файл, который позволит запустить программу. Это index.php. Ну, для этого, конечно же, мне нужен редактор. Мы открываем в редакторе вот эту папочку, создаем новый файл index.php. Ой, прошу прощения, здесь я должен просто написать код, да. Ну, просто напишем hello. Потом я буду объяснять, что это такое я пишу. Но если же вы не знаете, что это такое, в принципе, просто повторите. А в следующем уроке я, естественно, объясню, что и зачем и почему. Так, пишем index.php, то есть сохраняем как index.php. Это, грубо говоря, имя индекс. Это у нас запускающее имя в среде локального сервера. То есть локальный сервер знает, что ему нужно запустить именно этот файл первым, поэтому мы его так назвали. Сохраняем. Возможно, я его не туда сохраняю, куда мне нужно. Сейчас проверим. В принципе, вот, давайте сохраним в папку lesson. Для этого я нажал Ctrl-S. Так, у нас здесь почему-то он сохранился не так, как нам нужно. Давайте rename и переназовем index.php. А в браузере мы введем после localhost lesson 1 и больше ничего. Видим hello. Почему именно вот здесь мы написали lesson? Давайте попытаюсь объяснить. Вот, в принципе, у нас есть папочка htdocs. Она называется htdocs не просто так, потому что, ну, как бы для нас, как программистов, мы понимаем, что там будут находиться какие-то интернет-файлы. А
именно localhost это, грубо говоря, стандартное имя для самого сервера. Внутри него мы имеем просто папку, которая у нас отвечает как категория, или, не знаю, называйте как хотите, но в принципе этот раздел, он позволяет нам понять, где мы сейчас находимся. После чего мы создали в нем файл index.php, и он у нас запускается, когда мы запускаем раздел lesson 1. Но следующей нашей задачей будет создать, условно говоря, домен. Это какое-то имя, с которым мы будем работать, потому что работать в среде localhost не очень удобно, и в принципе вот создавать папки, там, когда мы будем устанавливать какие-то CMS или что-то такое, это нужно будет отдельно прописывать, оно будет не по стандарту и очень неудобно. Давайте лучше создадим какой-то домен, например, там, phpmaster.log, и запустим там наш файлик index.php. Для этого я говорил, что нам нужно будет зайти в гайды. И здесь мы видим гайд конфигурация виртуальных хостов. Очень четко все классно расписано. И давайте просто повторим то, что там описано. Так, первым делом нам нужно будет раскомментировать строку httpd vhosts в папке etc. Она находится у нас во всех папках XAMPP Files. Вот эта папочка, вот этот вот файлик мы должны открыть. Запомните, как он называется, и ищем ту самую строчку, про которую тут была речь. Давайте так и сделаем. Вот она у нас, в принципе, сейчас закомментирована. То есть нам нужно убрать эту решетку и просто сохранить файл. Все, тут больше ничего. Следующим шагом будет немножко подправить в вот этот вот файлик. То есть мы его раскомментировали, тем самым включили в работу. Давайте тоже откроем. И заменим следующим кодом. Давайте его скопируем. И полностью заменим. Единственная будет правочка, это мы подправим здесь некоторые названия и пути, потому что они не те, которые нам нужны. Да? Давайте вставим его в ту же папочку htdocs. Так. И напишем php master log. И вставим его в такую же папочку htdocs. Ну, чтобы, в принципе, было понятно, что там у нас находятся интернет-файлы. А здесь server name мы поменяем на свой. То есть phpmaster.log. И сохраним. В принципе, в этом файле у нас все, больше ничего. И дальше еще нам нужно будет открыть терминал и отредактировать наш хост файл. Прописать там наш домен phpmaster. Ну и в принципе все. Для этого, чтобы мочь редактировать, у нас терминал просит пароль, потому что мы ввели sudo. Это, грубо говоря, права администратора. Ну и здесь прописываем вот следующую строку. Это у нас стандартный IP-адрес нашего локалхоста. И пишем phpmaster log. Ctrl-O, чтобы сохранить. И Enter. И можем закрыть. Так, это прерываем. Давайте в браузере попытаемся вызвать phpmaster.
Кстати, перед этим нужно создать эту папочку, потому что она у нас не создана. Давайте это и сделаем. Так, php master.log htdocs и в ней нам нужно будет создать индекс PHP. Так, для этого просто откроем снова в редакторе нам нужную папочку, exam files, идем в htdocs и открываем PHP log. Так, создаем еще новый файл, тоже в нем пишем код php. Чтобы понимать, что это другой, мы напишем что-то другое, нежели hello php master log, чтобы увидеть конкретно строку привет phpmaster.log и сохраняем. Сохраняем его под именем в нужной папке index.php. Сохранить. Так, файл появился. И запускаем PHP Master Log. В принципе, все у нас получилось, но единственное, по какой-то причине запустился не тот файл. Запустился, скорее всего, вот этот, либо что-то не так. Давайте проверим, чтобы наверняка было. Возможно, где-то я ошибся. Так, давайте еще раз. Проверим все по тем путям, которые я называл. Запускаем etc, extra, httpd vhost и смотрим, что у нас здесь. В принципе, у нас здесь все хорошо. То есть проблем нет. Давайте еще проверим на всякий случай, что у нас создалось в папке PHP Master. Потому что бывает такое, когда там выдает какую-то не ту информацию. Ну, в принципе, я с таким сталкивался. Так, у нас здесь тоже все в порядке. Что мы должны сделать? Это перезагрузить сами сервера, которые нам предоставил XAMPP. Для этого мы переходим в менеджер OS X и нажимаем Restart All. А XAMPP перезагрузит все, то есть выключит и включит их с новой информацией, которую ему мы предоставили. Ну и в принципе это позволит нам запустить наш домен. То есть я сначала думал на самом-то деле, что нужно перезагрузить компьютер, но в принципе перезагружать компьютер для этого не нужно. Достаточно просто перезагрузить сам сервер. В принципе, выключая и включая компьютер, мы добиваемся того же результата, но намного больше действий и много лишних действий. Так, давайте проверим, и у нас все запустилось. То есть у нас уже есть доменное имя phpmaster.log. Мы можем запускать PHP файлы, и они у нас работают в полной мере. Этого нам хватает, чтобы приступить к началу изучения PHP. В принципе, мы увидимся в следующем уроке. С вас лайк и подписка, и мы продолжим. Также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До свидания.